Так что давай посмотрим поближе на тесты экспрессии, которые я создал для персонажа Рейн. Это будет не столько учебное пособие, сколько пошаговое руководство о том, как добиться этих выражений правдоподобным и привлекательным способом. Мы уже обсуждали улыбку, но до этого я также создал мягкую версию с меньшим движением рта и движением бровей вверх вместо того, чтобы они как бы сжимались внутрь. Это движение вверх исходит от передней талисовой мышцы, которая покрывает большую часть лба. Таким образом, у нас в целом поднимается только нижнее веко. Улыбка выглядит гораздо более расслабленной и может удерживаться гораздо дольше для открытой улыбки. Это в основном то же самое, что мы делали в предыдущем видео. Очевидная разница в том, что губы здесь не соприкасаются. Опять же, становится очень важно, чтобы верхняя губа была в значительной степени прямой линией. Это связано с печенью и мышцами, которые также натягивают губы. Зубы могут упираться в нижнюю губу так, чтобы не было большого отверстия, или они могут, по крайней мере, быть близко к зубам. Открытый рот также немного зависит от поворота челюсти, поэтому не забудьте использовать клавишу формы, которую вы создали перед тем, как слегка приоткрыть рот. Смешивание клавиш формы вместе для создания новых выражений будет очень полезным. Еще одна вещь, о которой нужно помнить, когда немного закрываешь глаза, это то, что верхушка века остается неизменной. Вершина — это, по сути, поворотная точка дуги на любом из двух проушин. Определенно важно, чтобы нижнее веко не превратилось максимум в выпуклую линию. Нижнее веко становится прямым с двумя дополнительными маленькими уголками, чтобы поднять его еще выше. Выражение смеха определенно более сложное, потому что это очень агрессивная версия открытой улыбки. Такое выражение определенно лучше работает в качестве анимации, и поэтому вместо неподвижного изображения, поскольку выражение по своей сути довольно болезненное. Это такое выражение, от которого ваше лицо будет болеть, если вы будете держать его слишком долго. Движение мышц Z. Грамматика действительно доводится до предела, так что уголки рта сдвинулись довольно далеко. Губы играют еще большую роль из-за напряжения и движения вверх, а расстояние от верхней губы до носа становится еще меньше. Мышцы вокруг глаз, такие как орбита, которую они занимают, также продвинулись дальше, и глаза стали намного ближе, чем раньше, действительно сократились. А вся эта плоть от щек переместилась вверх. Нижние веки немного приподнимаются, но все еще остаются в лучшем случае плоскими с двумя углами, которые направлены вниз. Комбинированное движение бровей вниз и движение щек вверх и ухмылка носа. Сделай так, чтобы на переносице образовалась одна или несколько складок с добавлением объема. То же самое происходит в пространстве между глазами и ушами. Не забудь немного раздуть их с помощью надувной щетки, чтобы увеличить объем. Есть также The Pressure Super Silly или Super Killy и Cora Gate. Или, короче говоря, мы просто будем называть это ядром, аллигатором, который перемещает центр обзора больше вниз и внутрь. Эта мышца обычно отвечает за движение бровей вниз. Также важно, чтобы он всегда двигался по обеим сторонам лица одновременно. Естественно, очень трудно поднять одну бровь, одновременно опуская центр вниз, поэтому совет — всегда видеть обе брови как единую соединенную линию. Между ними не должно быть видимого разрыва, когда одна бровь действительно движется вверх в центре, а другая действительно движется вниз, потому что это будет выглядеть так, как будто мышцы разорваны. Просто попробуй сам перед зеркалом приподнять одну бровь, одновременно опуская другую, как бы безумно ты ими не двигал, ты не сможешь их разъединить. Движение бровей внутрь и вниз создает складку, которая образуется вокруг уголков бровей. Работа челюсть вращается, вероятно, еще больше, что показывает больше рта N, M. Просто убедись, что брови и челюсть остаются относительно неизменными в своей форме, лишь немного убрав или добавив объем.
Особенно при просмотре может быть очень легко случайно создать неандертальскую версию своего персонажа или случайно изменить костную структуру, из-за чего лицо выглядит суперэластичным. Если мы снова посмотрим на эталонные фотографии, то увидим разницу между обычной открытой улыбкой и искренним смехом. Мышцы обычно напрягаются еще больше, а складки углубляются. Что также может случиться, так это то, что верхняя губа будет приподнята еще выше, чтобы показать больше десен, а не только зубы для сердитого выражения. Это не слишком отличается, так как используются некоторые похожие мышцы. Итак, давайте проанализируем отдельные аспекты сердитого взгляда в ссылке. Самое главное это, конечно, брови. Сердцевина аллигатора снова перемещает среднюю часть бровей вниз и в слова, что создает небольшую V-образную форму бровей. Не переусердствуй с V-образной формой, так как в итоге у тебя могут получиться брови, похожие на брови Джека Николсона, где внешние части вытянуты вверх. Перемести все брови вниз, сделав акцент на участке между ними. С этим движением вниз. Между глазами скопилась вспышка, которая становится еще сильнее из-за насмешки С. Иэн. Этот персонаж также снова подтягивает крылья носа и губы, что на этот раз очень заметно. Щеки тоже немного приподнимаются, что говорит о складке под нижними веками. В целом вокруг льда происходит сильное сжатие, что также увеличивает объем в этой области, усмешку и движение подбородка вверх от С. Н. И менталисты действительно подтягивают губы, когда это также натягивает кожу вокруг челюсти и щеки. И при сильном подтягивании менталиста за подбородок мы получаем образование этих заметных точек. Это потому, что мышца напрямую связана с кожей вокруг подбородка и тянет ее, чтобы приподнять область, когда смотришь на рот сбоку. Также заметно, как нижняя губа выдвигается вперед, слегка перекрывая верхнюю губу. Поскольку верхние губы так сильно приподнимаются, это создает увеличение объема, так что верхняя губа немного выпячивается наружу. Глядя на сердитое выражение лица Рейнса, мы видим много одного и того же движения. Заметные отличия заключаются в том, что я приподнял нижние веки, чтобы сделать их прямыми. Опять. Я также потянул так называемую мышцу Рейс-Илиас, чтобы еще больше усилить хмурость, так что менталист приподнимает губы в центре, а уголки оттягиваются в сторону и вниз курортными зонами. Глядя на твои губы, с сайта мы видим, что этот четкий толчок вперед нижней губой. Я также немного закатил губы внутрь, чтобы усилить движение, и сделал губы тоньше, чтобы еще больше подчеркнуть это. Ты мог бы немного повернуть челюсть на словах, чтобы заставить ее прикусить еще сильнее и сжать всю нижнюю часть лица. Только не переусердствуй, потому что ты не хочешь, чтобы это выглядело так, будто зубы ломаются или они слишком эластичны, в конце концов кости стукаются о кости. Еще один интересный совет – хорошо передать сердитые брови, сделать так, чтобы средняя часть бровей слегка перекрывала сами глаза. Так что вы можете видеть здесь, что островки смыкаются, делая глаза более узкими, но брови опускаются так сильно, что они тоже перекрывают лед. Переходя отсюда к сердитому крику, это в основном такая же эволюция, как с улыбкой к смеющемуся выражению лица. Многие мышцы, особенно вокруг глаз, напрягаются до предела. Заметные различия – это открытый рот из-за ротации рабочих мест, а также увеличение бедности в курортных зонах. Чтобы получить еще больше этого хмурого выражения во рту при упоминании, мы видим, какой эффект эта мышца может оказать и на шею. Это по сути тянет не в угол рта, а чуть дальше посередине, что вызывает широкую дугу на нижней губе.
Эта мышца тянется до самой шеи, что вызывает эти вытянутые линии и дополнительные складки, которые перемещаются к шее. Ты также можешь варьировать, сколько зубов ты хочешь показать. Чем больше зубов, тем агрессивнее дождь. Я решил показать много верхних зубов, но не настолько, чтобы показать десны. Нижние зубы я почти полностью выбил за нижней губой, которая сильно давит на них. Если и есть что-то, что я хотел бы изменить впоследствии, так это то, что я гораздо больше оттягивал угол рта, чем нижнюю губу, с помощью курортных зон. Из-за чего и появился этот странный уголок. Не забывай также тянуть за уши всякий раз, когда у тебя появляется эта мышца. Это сильное мышечное движение от скуловой мышцы. Например, есть некоторые мышцы, которые до сих пор не упоминались или не использовались. Вот почему тестирование всего спектра выражений, или по крайней мере большинства из них, так важно с обеспокоенным выражением лица. Мы гораздо больше используем лобную мышцу, которая является большой мышцей вдоль лба. Эта мышца, по сути, относится к мышцам на каждой стороне лица, которые можно тянуть независимо. Это дает нам больше свободы двигать бровями различными способами. Так что ты всегда можешь либо переместить среднюю секцию с обеих сторон вверх, либо внешнюю секцию на любом участке независимо, или все вместе для этого выражения. Нам нужна только средняя часть мышцы. Мы можем соединить это с движением внутрь и вниз с помощью рифления, которое немного затрудняет движение вверх, но вызывает образование складок посередине. Передняя мышца не может сделать это сама по себе, так как она слегка тянется в бок в противоположном направлении. Вы действительно можете почувствовать это напряжение во лбу. Когда используете обе эти мышцы одновременно в эталоне, на лбу также происходит больше. На самом деле есть мышца, которая оборачивается вокруг прицела и используется для того, чтобы толкать волосы вперед и назад, чтобы открыть рот. Мы можем просто немного повернуть челюсть, но это также помогает немного потянуть на курортных зонах, чтобы еще больше нахмуриться из уголка рта. Ты также можешь добавить немного насмешки с помощью L и N, в зависимости от того, насколько сильно ты хочешь преувеличить выражение своего лица. Я действительно немного приподнял верхнюю губу, что, оглядываясь назад, неправильно, но я рекомендую держать нижнюю губу относительно прямой, а верхнюю дугообразной в этом выражении. Также становится довольно очевидным, почему я разделил брови на три части. Каждая секция, как правило, связана с определенными мышечными движениями и, как правило, довольно привлекательна, чтобы это разделение было видно. Мы можем начать создавать вариации с озабоченного выражения лица. Первая ветвь выражений, которую мы можем сделать, это грустное и, возможно, даже плачущее выражение для грустного выражения. Ты, по сути, сохраняешь движение вокруг глаз, но увеличиваешь усмешку и движение вверх на щеках. Не забудь держать нижнее веко в виде прямой линии с двумя дополнительными уголками по бокам, если тебе нужно поднять его еще больше. Надавливание на эти области вокруг глаз также увеличивает складки. И всегда подтягивал щеки, следи за тем, чтобы объем оставался неизменным, пока они перемещаются. Одно большое отличие от предыдущего выражения – это движение рта. Кроме того, я определенно преувеличил выражение этого. На самом деле это не кажется искренним, но менталист снова приподнимает губы, и если вы хотите немного поджать губы, вы можете добавить этак. Это в основном вызвано мышцей, называемой арабской маткой орис, которая проходит вокруг губ и тянет и как бы сжимает их вместе. Точно так же, как арабская матка занимала нас вокруг льда. Эта мышца в основном используется, например, при поцелуе в губы, и помните, что эти две мышцы по сути похожи на натяжение шнуров на толстовке. Это, по крайней мере, хороший способ запомнить это по выражению лица. Ты можешь видеть одно и то же лицо губ у секуляриста Горация и толчок вверх у менталиста.
Это обычно также приводит к тому, что губы немного закатываются внутрь. Я также могу порекомендовать снова надеть курортный костюм, чтобы получить этот преувеличенный хмурый взгляд, а также плачущее выражение лица. Это в основном тот же шаг, что и при переходе от открытой улыбки к смеху. Ты напрягаешь те же мышцы до предела и делаешь выражение лица более болезненным и эмоциональным. Добавление дополнительных объектов для слез также может быть очень хорошим индикатором. Что я и сделал для тестов выражения лица в фильме Spring Open.